И Софья Андреевна сидит в свадебном платье с этой прической, накрыт стол, а жениха нет. И, наконец, появляется его слуга, который сообщает, что Лев Николаевич не может выбрать белую рубашку. И вот пока он белую рубашку не выберет, он не придет. Толстой ведь, сколько ему, 2 года было, когда маму потерял, а 9 лет, когда потерял папу. И у него самая главная мечта всей его жизни была иметь семью. В Ясной Поляне ведь стоит диван, вот этот знаменитый кожаный черный диван, на котором родился еще сам Лев Николаевич, и он потом требовал, чтобы Софья Андреевна всех детей рожала именно на этом диване. В начале 2000-х годов меня отправили в командировку. Это было такое место, Valley Cottage, где-то часа 1,5, наверное, от Нью-Йорка. И когда я приехал, то прочел вывеску. Там было написано «Толстой Foundation». Толстовский фонд, тот самый, который основала дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна. И поселили меня в главном доме. И когда я вошел, то увидел портреты. Там было столько незнакомых мне людей. Я спросил, а кто это? Мне сказали, ну как же, вот этих-то знаете? Я сказал, ну Льва Николаевича, да, знаю. Вот эту женщину знаю, Софья Андреевна. А дальше? Мне сказали, а это его дети. Так много? Спросил я. Мне сказали, да. У него вообще родилось 13 детей, но 5 умерло. У него было 3 дочери и 5 сыновей. И там еще были потомки Толстого, по-моему, правнучка его, которая вечерами рассказывала мне далекие-далекие семейные предания. Хотя как далекие? Александра Львовна, дочь Льва Николаевича, умерла в 1979 году. Ну, не вчера, конечно, но позавчера. И вы знаете, вернувшись из той командировки, я понял, что Лев Николаевич – это человек, которого мы, по большому счету, и не знаем. Вообще, может, я скажу крамольную вещь, но я думаю, что для поколения юного Толстой – это все-таки человек, который писал сценарии. Ну, как же, Анна Каренина, «Война и мир». Толстой, он ведь в Москве, у него было имение в Хамовниках, он как-то отправился в кинотеатр, который называется «Художественный», и сбежал, так ему не понравилось фильма, так тогда называли кино, а потом какому-то другу сказал, ты знаешь, а я, пожалуй, буду писать для кино, потому что ведь все посмотрят и все поймут. И вот Толстой, имя которого международный бренд, безусловно, я думаю, что для миллионов во всем мире это тот самый человек, который автор Анны Карениной «Войны и мира» и автор 8 детей. Вообще это была очень интересная история. У Толстой ведь, сколько ему, 2 года было, когда маму потерял, а 9 лет, когда потерял папу. И у него самая главная мечта всей его жизни была иметь семью. И не просто мечта жизни, а мечта, которая посетила его в 15 лет. И вот 15-летний пацан думает не о том, чтобы стать моряком, пиратом или кем-то. Он думает о том, чтобы ему повстречалась достойная девушка, которая стала матерью его детей. Вот он мечтает об этом в 15 лет. Лев Николаевич, когда он придет в дом Берсов, он уже был известный писатель, уже было опубликовано его детство, отрочество, севастопольские рассказы, которые, между прочим, очень нравились императору Александру II. В общем, он был любимым, популярным, читаемым уже писателем. А Берсы, они жили в Московском Кремле. Я, когда эту историю узнал, я теперь мимо Московского Кремля хожу иначе. Думаю, боже мой, здесь жило семейство жены Льва Николаевича Толстого. И вот Лев Николаевич приходит в эту семью. Соне тогда было 17 лет. И у него было еще 2 сестры, Таня и Лиза. И все были уверены, что Лев Николаевич посватается к Лизе. Но его выбор пал на Соню, на Софью Андреевну. И это какая-то невероятная была совершенно история. Он когда понял, что это вот та самая, он пальцем на столе написал несколько букв, начало слов. И она их расшифровала. Это было объяснение в любви. Невероятно. Потом Толстой сделал предложение. Это предложение было принято. И когда к Берсам приезжали друзья, то матушка говорила, а у нас помолвка. Все понимали, что речь идет про Льва Толстого и, конечно, про Лизу.
про старшую дочь, потому что нужно было выдать замуж старшую, и шли поздравлять Лизу. И Лиза в рыданиях бросилась в свою комнату, потому что ей это предложение никто не сделал. Это был, кстати, август. В августе месяце. И Толстой настаивал на скорой свадьбе. Говоря, зачем, почему так, куда торопиться? Он сказал, нет. Предложение принято, свадьба должна быть. И свадьба случилась буквально через несколько дней в церкви Рождества Богородицы в Московском Кремле. Все было готово к свадьбе. Мне тоже так удивило, что в 8 часов вечера почему-то было назначено венчание. И Толстого нет и нет. И Софья Андреевна сидит в свадебном платье с этой прической, накрыт стол. А стол был накрыт пирогами и конфетами. А жениха нет. И, наконец, появляется его слуга, который сообщает, что Лев Николаевич не может выбрать белую рубашку. И вот пока он белую рубашку не выберет, он не придет. Выбрал белую рубашку, явился на свое венчание, случилось это торжество, а Толстой тогда записал, что неужели это все кончится жизнью? Я думаю, что имел в виду, что неужели вот там не будет продолжения этого счастья, конца которому, казалось, быть не может. И вот случилось это венчание, и Толстой с Софьей Андреевной, она уже подписывалась графиня Софья Толстая, отправились в Ясную Поляну. Вот так началась эта семейная жизнь. Знаете, что сделал Толстой? Не мое дело, конечно, его судить, но, думаю, может быть, не надо было так поступать. Перед тем, как венчаться, он Софье Андреевне дал свой дневник. Из этого дневника она узнала все. Она узнала о том, каким увлекающимся был Лев Николаевич. Ну, не секрет, что у него был роман с дочерью Федора Тютчева, поэта, которого очень любил Лев Николаевич, что у него был роман с дочерью князя Дондукова-Корсакова, который был вице-президент Академии художеств. У него было много романов. И у него даже был внебрачный сын, который потом будет у его родных официальных детей служить там то ли конюхом, то ли дворником. И вот Софья Андреевна все это прочла. Была, конечно, в рыданиях. И потом она признавалась, что печать, этот камень этого знания, он ее преследовал всю жизнь, так что, может быть, и не стоило это делать, но «бы» в истории не существует. Так что Софья Андреевна, когда выходила замуж, она знала все, и они уезжают в Ясную Поляну. Это было не самое прибыльное имение. И весь дом был, там какие-то лопухи росли, репейник вокруг дома. Слуги выносили, там помои выливали. И Софья Андреевна через год решилась сказать, а давайте-ка мы вот этот репейник уберем, ну, чтобы красиво было. Толстой сказал, да ладно, жили без этого, для чего? Пожалуйста, убрали. Толстому понравилось. Он сказал, ну тогда пусть и дорожки в липовом саду расчистят, станем гулять. Так что Софья Андреевна стала таким лучом солнца в этом и без того светлом царстве, но тем не менее. И вот начинается эта семейная жизнь, и Софья Андреевна рожает практически каждый год. Потом ее сын Льва Николаевича, Илья, посчитает, что мама была беременна 10 лет, если сложить все беременности, или 117 месяцев. Вот так было. С детьми отношения складывались, конечно, совсем-совсем по-разному. Было 3 сестры, почти по-чеховски, с которыми Лев Николаевич был очень близок. Вот они были его помощницами. И было 5 сыновей, с которым отношения не складывались никак. Как-то Лев Николаевич приехал в Ясную Поляну, а сыновья сидели на балконе. И он запишет в дневнике, он дневник ведь вел до последнего дня своей жизни. И он напишет, сидят чужие 5 мужиков, незнакомые. А Софья Андреевна примерно то же самое скажет про дочерей. Вот для нее дочери были совершенно незнакомые. Старшая была Татьяна, средняя была Маша, и третья была Александра. Все рождались, конечно, в разное время. Мальчики, девочки. Вот Александра Львовна, она станет той самой хозяйкой Толстовского фонда, в котором я буду гостить в 2000-х годах, и она станет для меня, наверное, одним из ключом в историю, в эту семейную историю, потому что, да, с одной стороны, Лев Николаевич Толстой, образ которого знает каждый, а с другой стороны, закулисье этой семьи, этой совсем непростой семьи. У него будет сын Илья, очень похожий, кстати, на отца внешне, особенно потом, когда он уже станет зрелым мужчиной. И он сопровождал отца
по району Хитровки. Это район, где селилась городская беднота. Они заходили вот в эти ночлежки. Причем в этих ночлежках было невозможно дышать, и нужно было выйти на улицу, чтобы просто хотя бы вздохнуть воздух свежего. И Илья Львович запишет, какого нравственного мучения, страдания это все стоило отцу, но тем не менее они это путешествие проделали, а вот близких отношений между ними, несмотря на то, что они были вместе, не возникло, и Илья Львович станет зарабатывать на жизнь тем, что будет играть роль отца. Он уедет в эмиграцию, все дети Толстого закончат дни в эмиграции, кроме старшего сына Сергея. Так вот, Илья Львович в эмиграции будет консультировать экранизации как раз Анны Карениной, «Войны и мира», и будет сниматься в роли Толстого, но потом нашли между ними одно различие. У Льва Николаевича была большая голова, а у Ильи Львовича поменьше. Ему накладывали такой большой-большой грим, чтобы он уж совсем походил на своего отца. Я помню историю, которую рассказывал Александр Николаевич Вертинский. Рассказывал, конечно, не мне, но эта история сохранилась, как Илья Львович снимал какой-то фильм, в котором был такой момент, человек должен был прыгать с кареты прямо в сугроб снега. И никто не соглашался это сделать. И только молодой Вертинский, у которого не было денег, принял приглашение Ильи Львовича, и его поселили в Ясной Поляне. И вот он, Александр Николаевич, вспоминает, как он нырнул в этот снег. Его немедленно повезли после съемок в Ясную Поляну. Встретила графиня, встретила Софья Андреевна. Льва Николаевича тогда в живых уже не было. Налили ему там чего-то горячительного. И Вертинский, когда вернулся в Москву, ему задали вопрос: ну как кинокарьера-то началась? И Вертинский сказал: дурак был, надо было больше просить. И потом все газеты написали, единственная фраза, которую сказал молодой артист: дурак был, надо было больше просить. Так что вот Илья Львович, он свою жизнь связал с тем самым кинематографом, с которым не сумел связать жизнь Лев Николаевич. Кстати, между прочим, при жизни Толстого, а он умер в 1910 году, было уже несколько экранизаций, ну, таких, да, какие были возможны в начале века, его произведений, так что он все это видел. А еще сохранились кадры документальные семейства Толстого. Ведь колоссальное семейство, потому что были дети, были внуки. И вот когда они все садились где-то там на крылечке этого Яснополянского дома или ходили, лепили снеговиков, в общем, это очень-очень трогательно. И так, кажется, такие красивые картинки, а на самом деле все было совсем не так. И все это не так началось с рождения первого ребенка, потому что когда Софья Андреевна родила, Толстой сказал: ты должна кормить. А она не могла кормить, у нее там были медицинские проблемы, и он настаивал. Уже приехал врач, который сказал, что она не может кормить, нужно нанять кормилицу. Только тогда Толстой, страшно расстроившись, на это согласился. Но первые 15 лет семейной жизни, они все-таки были счастливые. Остались воспоминания. Маша, любимая дочь Льва Николаевича, средняя его дочь, которая, к сожалению, очень рано ушла из жизни. Толстой ее обожал, и когда в конце уже начнет все рушиться, он говорил: вот если бы была Маша, все было бы совсем иначе. Так вот, Маша, она, когда родители куда-то уходили, она говорила: надо папу перекрестить и маму перекрестить. Не могла выговаривать там и перекрестить. Но при этом Софья Андреевна все-таки была, знаете, вот говорят, не важно, какая у писателя жена, важно, какая у писателя вдова. Важно, какая у писателя жена. И Софья Андреевна для писателя Толстого была жена идеальная, потому что у Льва Николаевича был очень почерк, его никто не мог понять, кроме Софьи Андреевны. И когда он вечером заканчивал работу, там был столик, на котором он оставлял рукописи, и, просыпаясь утром, он был уверен, что эта рукопись уже переписана Софьей Андреевной, и он может снова работать. Причем Софья Андреевна, она ведь была очень талантливым человеком. Она тоже оставила дневники, и она писала, что я знала, что я перепишу, а утром он просто будет марать, зачеркивать, и придется делать заново. Но у нее даже не было сомнений в том, что это надо, потому что это было надо Левушке. Она даже говорила иногда, что я вообще не знаю, я это люблю или Лева это любит. Но если это любит Лева, значит, это любит она. Ведь это уже стало таким преданием. Сколько раз она переписывала «Войну и мир», сколько раз переписывала она Анну Каренину. Никто не знает, сколько раз она переписывала. Но в конце она попросила, когда была закончена Анна Каренина, чтобы он ей что-то подарил на память об этой работе. Она была, безусловно, его лучшим литературным секретарем. И он ей подарил колечко. Колечко с бриллиантиком, какой-то там еще был камушек. И так в семье это и называлось «Кольцо Анна Каренина». Софья Андреевна, она ведь была издателем мужа. И опыта не было. А у кого спросить совет?
у Федора Михайловича Достоевского. Но не у него, а у Анны Григорьевны. И вот она отправилась в Петербург. Это были такие курсы повышения квалификации, говоря языком сегодняшним. И Анна Григорьевна научила Софью Андреевну, как всем этим заниматься. И Софья Андреевна стала уже таким настоящим издателем. У них тогда уже был дом в Хамовниках в Москве. Прекрасный, кстати, музей, который сохранился благодаря Софье Андреевне. И привозили туда отпечатанные книги, потом приезжали оптовые покупатели. В общем, Софья Андреевна всем этим занималась. Но пока вот эти 15 лет все еще было хорошо, все еще было очень благополучно в плане быта. Лев Николаевич понимал, что рождаются дети, он должен детям оставить наследство. А между прочим, он был одним из самых богатых писателей своего времени. При этом он переходил от одного издателя к другому, где больше платили. То есть это был такой настоящий предприниматель. Он, например, пишет в своих дневниках, что вот как важно дочь отвезти на бал, потому что папа должен это сделать. Но к тому времени, когда дочери подрастут, эти балы станут ему неинтересны, будет происходить уже полное переосмысление жизни, Толстой будет занят поиском смысла жизни, и он поймет, что эти деньги, все это совершенно не нужно. И это было абсолютно столкновение с Софьей Андреевной, которая как же не нужно? А дети, а внуки, на что они будут жить? Толстой сказал, да как на что жить? 3 комнаты надо нам. Она сказала, как 3 комнаты? У нас столько детей. Он сказал, да, 3 комнаты. В одной комнате мальчики будут жить, в другой комнате будут девочки, а третья, когда вот кто-то устанет от кого-то, в эту 3-ю комнату пойдет и там побудет. И для Софьи Андреевны это было совершенно немыслимо, потому что поместье в Ясной Поляне, эти огромные наделы земли, эти деньги, которые получает Лев Николаевич, это дети, которые растут. Она говорила, да, есть великий Лев Толстой, но и должен быть человек, который этому великому будет рубашку гладить, рубашку шить. Понятно, что этим занималась не Софья Андреевна, на это были слуги, но кто-то же организацией всего этого должен был заниматься. Вот всем этим Софья Андреевна и занималась. И, конечно, это была страшная драма, потому что Толстой решил, что нужно отказаться от авторских прав, что нельзя наживаться на литературе, потому что это приходит откуда-то свыше. И это должно всем доставаться бесплатно, но это абсолютно наивность, потому что в итоге, как мы знаем, он отказался от авторских прав, и он не получал ничего, семья не получала ничего, но издатели-то, которые это издавали, очень даже хорошо на этом зарабатывали. Правда, они с Софьей Андреевной договорились. Ей, детям, достались права на Анну Каренину, на «Войну и мир», в общем, на самые главные произведения, а вот все, что было написано уже после 1881 года, это все уже переходило в такое общественное достояние. Драматичная судьба сына Льва. Драматичная потому, что Лев Толстой, Лев Львович, захотел стать писателем. А как? Как Лев Толстой будет писателем? Но он им стал, он подписывался Лев Толстой-младший. Он учился, кстати, в гимназии Поливанова на Причистенке. Эта гимназия сохранилась и очень плохо успевал. Его один раз оставили на 2-й год, а успевал плохо по русской словесности. И однажды Толстой пошел даже ругаться. Он сказал, как это так? Что сын Толстого не может правильно писать? Ему сказали, Лев Николаевич, ну посмотрите, показали ему эти тетрадки. И вообще у Льва была такая очень сложная душевная организация. Вообще думали, что там будет какое-то душевное заболевание. Его отправили в Швейцарию, и врач помог. И Лев Львович на дочери этого самого врача женился. И он писал, кстати, писал неплохо. Достаточно сказать, что Иван Алексеевич Бунин считал его талантливым писателем. Но, конечно, слава отца повторить он не смог. Сын Сергей, старший сын Льва Николаевича, он стал композитором, и он стал единственным из Толстых, кто не отправился в эмиграцию. Он умер уже в годы советские, у него был орден Трудового Красного Знамени, он жил в Левшинском переулке, этот домик тоже сохранился. Вообще вот так любопытно пройтись, конечно, по Москве, по этим толстовским адресам. Есть Власьевский переулок, и во Власьевском переулке стоит домик, где жил композитор Танеев. Там такое большое окно на 1-м этаже. И вот оказывается, когда Лев Николаевич ссорился с Софьей Андреевной, с причиной ссор становилась ревность. Толстой был невероятно ревнивый. Вот известная история, как приехал какой-то человек, там, не помню, Пятаков, неважно, как фамилия, и его посадили рядом с Софьей Андреевной за стол, гость. И когда разливали чай, то Софья Андреевна разливала как хозяйка чай, передавала этому соседу, тот уже передавал дальше.
И Толстой был взбешен, он несколько раз вскакивал со своего места, уходил из комнаты, потом возвращался, нужно было как-то держать лицо, ночь не спал, и утром этого несчастного гостя разбудили, сказав, что его экипаж готов, и он может уезжать. Вот так. И ревнивой была Софья Андреевна, но у нее поводы для ревности были, потому что она знала про все увлечения Льва Николаевича, она знала о его страстной натуре. И вот когда они ссорились в Москве, то Софья Андреевна уходила к Танееву. Танеев сидел, занимался своими делами, она сидела, читала, там что-то еще делала. И ревнивый Лев Николаевич пробирался этими переулками Гагаринским, Власьевским, Мертвым, заглядывал в эти окна, уж не знаю, что он там ожидал увидеть, но видел, что Сонечка, его любимая, сидит, читает книгу и спокойный уходил. Вот это было. Конечно, разный взгляд на жизнь, разный взгляд на то, каким должны быть дети, это все не способствовало тому, чтобы в доме был мир, в доме был лад, и в конце концов они ведь разъехались. Софья Андреевна была в Москве, в Хамовниках, в том самом доме. Причем тоже дом-то, господи, канализации тогда не было. Софья Андреевна сама обустраивала этот дом, потому что купил, конечно, Лев Николаевич, она тогда в Ясной Поляне. Потом все поменялось. Толстой уехал в Ясную Поляну, Софья Андреевна была здесь, они переписывались, и остались воспоминания, как однажды она не выдержала, помчалась в Ясную Поляну к мужу, и когда он утром проснулся и увидел ее, а до этого ссора была страшная, он увидел и сказал: «Соня!» То есть вот это чувство, оно сохранялось. В Ясной Поляне ведь стоит диван, вот этот знаменитый кожаный черный диван, на котором родился еще сам Лев Николаевич, и он потом требовал, чтобы Софья Андреевна всех детей рожала именно на этом диване. И дочери, как он думал, тоже будут рожать там, но у дочери была большая беда. Рожались дети, и они были мертвые. И только Татьяне повезло. У Татьяны Львовны родилась дочь, которая, слава богу, осталась жива. Кстати, потом она из-за дочери уедет за границу, потому что, такая семейное тоже предание, как рассказывали мне толстые, что она влюбилась там в какого-то не того человека, и вот чтобы ее избавить от этой напасти, ее увезли за границу, и в итоге Татьяна Львовна скончалась уже в годы советские, но случилось это в Риме. Татьяна Львовна, она была очень талантливым художником. Она училась в Московской школе живописи, ваяния и зодчества. К ней очень хорошо относилась, например, Николай Ге, Крамской. И вот когда мы приходим в Ясную Поляну, висят эти прекрасные портреты. Вспомните, пожалуйста, о прекрасной художнице Татьяне Львовне Толстой. Вообще, когда мы смотрим на фотографии дочерей Толстого, они, конечно, пошли все в папу. И мне кажется, что Льва Николаевича мог играть не только сын Лева, но и дочери легко сыграли бы своего отца. Когда случился 17-й год, 1917, и Софья Андреевна сказали: крестьяне пришли. И она вышла на порог своего Яснополянского дома, а там стояли с красными транспарантами. На одном было написано «Свободу», а на другом было написано: «Да здравствует борец за свободу Лев Толстой». Счастье, что Толстой до этого не дожил, потому что начались совершенно страшные события. Александра Львовна, она была арестована, она провела время и в ЧК, она провела время и в Новоспасском монастыре, который стал лагерем. Однажды у нее случилась встреча с Михаилом Калининым. Она ему сказала: «Как вы смеете расстреливать людей?» И называла имена тех, кто был приговорен к расстрелу. И вот с ней почему-то Калинин стал человеком. Он сказал: «Да я ничего не могу сделать, у меня никакой нет власти». Но, правда, Александру Львовну помиловали, она из лагеря вышла, она отправилась читать лекции за границу в Японии, там она откажется от советского подданства, переедет в Америку и выступит категорически против ввода советских войск в Венгрию. Это были уже послесталинские годы, и за это ее фамилию вычеркнуто из биографии Толстого. И когда рассказывали про семейство Толстого, то имени Александры Львовны не называли. А она была человеком очень жестким. И когда, я помню, разговаривал с теми, кто жил в этом самом Толстовском фонде, была жива, например, баронесса Врангель, дочь барона Врангеля, с которой мы вместе ходили в церковь, и у которой я проводил вечера, потому что записывал ее воспоминания. И я как-то спросил: «Ну а какая Александра Львовна-то была?» Он сказал: «О, она могла и палкой огреть». Вот такая вот она была.
Но при этом она ведь спасла этих людей, а землю, Толстовский фонд, роскошное место, она получила за $1, потому что находились люди, которые понимали, какое святое, какое благое дело она делает. Кстати, дети Толстого напишут книги воспоминаний, так что с этими книгами можно познакомиться. Был еще один сын Андрей, но у него была дочь Софья, такая полная тезка своей великой бабушки Софья Андреевна. И вот Софья Андреевна Толстая в историю войдет. Она войдет в историю как последняя жена Сергея Есенина. Есенин тогда думал, на ком ему жениться, на дочери Шаляпина или на внучке Толстого. И он говорил, Есенин Шаляпин, Есенин Толстая, не, все-таки лучше и Толстая. И женился на Софье Андреевне, они жили, сегодня называется Померанцев переулок, этот дом сохранился, доска мемориальная с именем Есенина, теперь последний этаж, такая арочка, балкон. Ну да, Есенин, но и Толстая, я все время прохожу, смотрю тоже, не смотрю, поднимаю взоры к этому окну, и они прожили совсем недолго. Есенин сказал, я устал от бороды. Друзья сказали, какая борода у Сони, что ты говоришь? Он говорит, да потому что везде дома борода. Он имел в виду портреты, потому что всюду были портреты Льва Николаевича Толстого. В конце концов, Есенин сбежал в Ленинград, и все было кончено. Знаете, я когда заглядываю в московские окна, любопытно, свет горит вечером, и раньше я этого стеснялся. А теперь я этим почти горжусь, потому что узнал, что, оказывается, это любил делать Лев Николаевич Толстой. Вот он, видимо, когда ходил, выслеживал Софью Андреевну, он заглядывал в окна, так что я заглядываю в окна и говорю, что мы с Толстым это дело любим. Так что, если любите, заглядывайте тоже. Софье Андреевне тоже приходилось заглядывать в окна, и случилось это при очень трагичных обстоятельствах. Когда в жизни Толстого появится секретарь по фамилии Чертков, то Чертков будет убеждать Толстого, что нужно отказаться от прав, что все нужно отдать народу, что ничего не нужно, что нужно жить своим трудом, и дети должны жить своим трудом. А Софья Андреевна этого не понимала. Она вообще не понимала. Она не понимала, как можно вот это вегетарианство. И она, когда готовили суп Льву Николаевичу там из каких-то кореньев, она подходила, тайно подливала туда мясной бульон. Вот она этого не могла понять, и случилась эта ее драма с Чертковым. А портрет стоял Черткова на столе Льва Николаевича. Она подошла и выстрелила в этот портрет. И потом бросилась топиться. Но ее сумели спасти. Драма была страшная. И она знала, что Лев Николаевич все записывает в дневнике. Он сам ее научил этому. И однажды она придет к нему, он будет спать. Она придет к нему в кабинет и начнет пересматривать бумаги. Толстой проснулся. И когда он понял, что происходит, это пережить он не смог. Софья Андреевна тогда в очередной раз бросится к пруду, и вот эта фраза будет, телеграмму пришлет графине, изменившимся лицом бежит к пруду. Это то, что потом напишут в 12 историях. Это правда, это про Софью Андреевну Толстую. И вот тогда Толстой примет, не знаю, роковое решение. Но если рок – это судьба, то роковое решение уйти из Ясной Поляны. Он уйдет, но так получилось, что уйдет совсем нездоровым. Это будет осень 1910 года. Он сумеет добраться только до станции Остапова, и все. Это будет конец. Приедет дочь. Дети все будут там, но войдет только дочь. И она будет не знать, нужно папе сказать, что Софья Андреевна за окном или нет. Она скажет, может быть, не нужно про маму говорить. Он говорит, нет, мне это очень важно, говори. И она про маму ему расскажет, но о том, что она за окном, и что нужно, можно ли ей войти, она ничего не скажет. А счет пребывания Лёвы, любимого, на земле уже шел на часы, на минуты. Ну и все было кончено. И вот только когда Толстой был уже в беспамятстве, тогда Софья Андреевна смогла войти, но, конечно, сделать уже было ничего нельзя. Толстого похоронили в Ясной Поляне, в том месте, которое он сделал святым для всего мира. Очень скромная могила. Те из вас, кто бывал, поймете, о чем я говорю. Те, кто нет, я думаю, что вас ждет одно из потрясений. Вот этот скромный холмик. Такое было место рая для Льва Николаевича, где он свой последний приют навсегда обрел. А Софья Андреевна осталась. Ей доведется пережить Толстого на 9 лет. В 912 году она продаст дом в Хамовниках Московской думе с надеждой, что там будет когда-то музей. А Дума задумала совсем другое. Она задумала этот дом разобрать. И только
кабинет Толстого сохранить, но началась война. Война Первая мировая, было уже не до разбора дома. И Софья Андреевна, которая все эти вещи сохранила, она прям каждую комнату просто законсервировала, собрала эти вещи, и потом, когда откроется музей, все это растает. Поэтому это один из самых прекрасных музеев Льва Николаевича Толстого. Она будет в Ясной Поляне, причем для нее будет очень важно, чтобы там был музей, и она предложит Ясную Поляну выкупить государю за 2 миллиона рублей. Это были огромные деньги. 2 миллиона рублей на сегодняшний день это примерно, наверное, 250 миллионов или 300 миллионов. Государь откажется, потом она продаст права, Толстого продаст за 400, что ли, тысяч рублей. В общем, она была человеком очень одаренным в этом плане, и ее земное пребывание окончится в 1919 году. Ну, останутся дети, вот те самые дети, штрихи к портретам которых я попытался сегодня нанести. Но вообще семья была очень талантлива, поэтому многие оставили воспоминания. Если хочется войти в эту реку истории толстовских, можно войти. Знаете, когда Лев Николаевич уже кончался, он это понимал, он дочери сказал, что я причина вашего несчастья. Он это понимал. А я думаю, что нет. Я думаю, что Лев Николаевич был причиной бессмертия всех членов своей семьи. Другое дело, что эти члены семьи оказались достойными, чтобы о них вспоминать. Но, конечно, эти три великие слова Лев Николаевич Толстой и вот это продолжение. Продолжение в именах его жены и в именах его детей. И сегодня уже внуков и правнуков. Подписывайтесь на лекторий Достоевский, ставьте лайки, и вас ждет много-много интересных, увлекательных и достоверных историй.